Всем привет из Мерсина! Вы на канале Вита и Млак. Меня зовут Виолетта, и мы на строительной площадке жилого комплекса Лавиния Астория, строительная компания Алиулу Иншаат. Мы сюда приехали, чтобы посмотреть, как идет ход строительства, ибо у нас здесь очень много клиентов, которые, конечно же, интересуются, что происходит с их комплексом. Комплекс изначально должен был сдаваться в декабре месяце, но сроки сдвинулись на апрель-май. Это не критичный срок, это вполне штатная ситуация для строительных объектов в Мерсине. Самое главное, что работы идут своим чередом. Давайте посмотрим на блок А. Здесь мы видим уже, что закончены внешние малярные работы. Частично блок застеклили. Уже где-то видим, что установили балконное освещение. Блок Б уже тоже с торца частично его застеклили, уже отштукатурили, и скоро начнутся малярные работы. Комплекс Лавиния Астория находится в районе Соли. Это очень оживленный район в городе Мерсин. Здесь очень развитая инфраструктура. От этого комплекса до моря примерно 1 километр. В радиусе 500 метров вы найдете все, что нужно для постоянной жизни. Для тех, кто впервые смотрит наш канал, предлагаю прогуляться с нами и посмотреть шоурум. Там вы можете увидеть, какая будет конечная отделка в квартирах в этом комплексе. А также заглянем в соседние квартиры и посмотрим, как сейчас обстоят дела там. В комплексе Лавиния Астория представлены квартиры планировки 1+1 и 2+1. Мы сейчас находимся в квартире 1+1. Площадь такой квартиры 50 квадратных метров. Площадь квартир 2+1 75 квадратных метров. Площадь не является главным преимуществом этого комплекса. Главное преимущество – это его расположение. Он находится в оживленном районе Соли. Здесь очень развитая инфраструктура, и вам, если вы молодой человек, молодая семья, вам очень комфортно здесь будет проживать, потому что здесь все самое современное: кафе, рестораны, набережная, и все в пешей доступности находится. Давайте посмотрим, какие работы здесь уже провели. Видим, что на стенах уже нанесен черновой слой, еще будет, конечно, чистовой. Здесь уже плитка у нас в мокрой зоне лежит. Здесь будут стелить ламинат, пока еще не постелили. Уже готов практически балкон, только поручни осталось установить. Также у нас санузел практически готов, без сантехники, но отделка уже готова. Вот. Ну и в комнате тоже самое, еще черновой слой нанесен, будет ламинат. Напомню вам расположение квартир. У нас здесь квартиры расположены в 2 ряда. Часть квартир в этом блоке смотрит на северную сторону, часть на южную. Там у нас горы, там у нас море. Сейчас мы с вами также посмотрим квартиры 2+1, они расположены с торца. И так вот в 2 ряда идут квартиры планировки 1+1. Ну, также мы видим, что здесь будет газовое отопление. Вы видите, вот эти газовые трубы уже проложили. Конечно, уже проложили все коммуникации. Давайте заглянем в квартиру 2+1. Вот здесь находится 2+1. 2 квартиры. Давайте посмотрим планировку 2+1 и посмотрим, что уже здесь сделали. Также мы видим здесь, что в мокрой зоне положили плитку. На стенах также черновой слой краски нанесли. Здесь, в отличие от 1+1, уже установили розетки. Но мы сейчас поднялись на этаж выше, уже получается этажом выше сделали чуть больше работ. Вот здесь у нас балкон, как вы видите, практически готов. Здесь вот будет располагаться кухня вот в такой нише. Это квартира 2+1, да, у нас. И вот так вот будут располагаться 2 спальни. Давайте в первую зайдем. Вот такая небольшая спальня. Здесь технический балкон расположен. Вот, и здесь даже видно маленький кусочек моря. Я так полагаю, что на высоких этажах будет хороший вид на море. Здесь расположен санузел, он тоже по отделке уже практически готов, уже все закрыли плиткой, и скоро поставят сантехнику. Вот, и еще одна спальня с видом на город. Мы поднялись еще на несколько этажей выше и видим, что здесь вот расставлена мебель уже, поставили раму. То есть здесь скоро будут устанавливать мебель и будут застеклять. А также приятный бонус то, что здесь сейчас, по крайней мере, видно море. Сейчас предлагаю прокатиться по району и посмотреть, какая здесь инфраструктура. Мы вот отъехали от комплекса, проехали метров 50 примерно, и сразу же вот увидим, что здесь есть у нас Интеракадемия. Это спортивный клуб, известный, международный.
Здесь несколько филиалов его по всему Мерсину. Лично мои дети ходят в клуб Интеракадемия. Вот. И, ну и поворачиваем направо. Поворачиваем направо и посмотрим, что у нас там находится. И, как, кстати, поворачивая направо, мы вот, если будем ехать по этой дороге, мы выйдем на трассу Д400. Пересечем, если мы трассу Д400, то попадем на набережную. Вот, что мы сейчас и сделаем с вами. Едем, смотрим магазины. Здесь у нас с одной стороны вот Гувен Маркет, с другой стороны Шок Маркет. Если мы туда вглубь направо пойдем, я думаю, что там тоже есть еще магазины. Впереди еще виднеется, вот сейчас мы с вами подъедем, А101. Напротив А101 Карфурса, французская такая сеть магазинов, французский сетевой магазин. Аптека, парикмахерская. Вон какой-то уста, там, наверное, какой-нибудь кебаб делают, скорее всего. Ну да. Кадыр уста, тантуни. Вот тантуни, вафл делают здесь. Барбершоп, всякие там сухофрукты продают. По Стане вот есть, где можно купить всякие там булочки, хлеб, пирожки. Чикёфте, это известные, да, можно покушать. Вот, паста-центр, это тут много всяких, ну да, вот по Стане, о которой я говорила. Ветеринар вот здесь недалеко находится, написано. Так, и мы сейчас с вами едем к Д400, пробираемся. А если мы туда вглубь тоже посмотрим по переулкам, то, конечно, там тоже есть различные магазины и ветеринары, и парикмахерские и так далее. Вот. Денис Кызы, это известная кондитерская Денис Кызы. Вот проезжаем, здесь можно посидеть, попить чаек, покушать какое-нибудь вкусное пирожное. Вот, какая-то бижутерия, тут тоже магазин. Вот, и уже видим трассу Д400, приближаемся к ней. Сейчас поездим по округе. То есть вот сколько мы километров проехали? Наверное, не километров. Сколько метров мы проехали? Вот еще у Метуста, кебаб Лахмаджун здесь у нас. Мебельный магазин стоит. Мы проехали, наверное, метров 800-900 и вот подъехали к трассе Д400. Сейчас подъедем к берегу. Ну, понятно, что вдоль трассы Д400 здесь у нас все. Вы здесь можете найти все. Купить себе, не знаю, мебель, в аптеку зайти, поесть. Потому что это самое такое проходное место. И, конечно, здесь все открывают какие-то свои точки. Вот пицца, бургер. Кстати, у нас Макдональдс новый открыли. Вот можем, кстати, в Макдональдс тоже зайти посмотреть. Новый Макдональдс такой достаточно классный. Там можно самим сделать заказ. Там есть детская зона. Вот. Мигрос, Бим. Вот это вот сейчас все проезжаем. Магазины. Видите. Заправки. Вот. И слева от меня, если вот мы повернем, то выйдем на берег, а там вдоль берега тоже кафе, рестораны, набережная, прогулочная такая зона. Вот. Ну, мы здесь сейчас повернем. Я предлагаю чуть-чуть проехаться, а потом выйдем на набережную. Так, у меня недавно... Вот, кстати, вторая Интеракадемия, школа, вот там находится. Вот второй филиал, да. Вот мои дети именно в этот филиал ходили. Потом они перешли в школу, в клуб Галатасарай, сейчас опять хотят в Интеракадемию вернуться, потому что ближе. Вот в Сарай нам дальше ездить. Мидия. Здесь в Мерсине очень популярны мидии. Есть прям такие заведения, которые ориентированы только на мидии. И там вам так их подают красиво в ведре. Вот, сейчас если будем проезжать, я вам тоже покажу. Есть сеть разных мидии, как их называют. Вот есть известная сеть Ахмед, по-моему. Вот эта вот сеть, как она, терияки называется. Слева от меня расположена пиццерия. Сейчас мы ее увидим, когда будем поворачиваться. Это Анатолия. Пицца-бургер. Ну, очень хорошо здесь развит общественный транспорт. Есть муниципальные автобусы, есть маршрутки. С такси в Мерсине так себе, скажем так. Есть служба такси, но их нужно точечно вызывать или знать номер таксиста. Есть одна Би-такси называется, по-моему, да, Маша? Вот, она вроде как работает, но не во всех районах, например, в отдаленных районах не совсем. Вот. Ну и вот здесь слева расположено очень много разных, не буду на каждом останавливаться, магазины, кафе, золотые магазины, все, что вашей душе угодно.
Вот Алта-Балык классный рыбный ресторан. Часто мы с клиентами заходили, даже где-то у нас есть. Может быть, сейчас на набережной прогуляемся. И тут постоянно что-то новенькое, кстати, открывается, потому что очень такое проходимое место. И у нас здесь, кстати, есть офис, который продается. Это очень хорошая инвестиция, подходит для гражданства. Мы недавно снимали для вас видеообзор. Вот здесь у нас расположен офис на продажу, который у нас. Не буду сейчас, не могу остановиться. Здесь и кафе, и Тантуни, и Макдо. Вон новый Макдональдс. Чуть-чуть приторможу. Новый Макдональдс. Не знаю, зайти, не зайти. Думаю, не надо. Классный Макдональдс, очень понравилось. Я не любитель вообще Макдональдса и не ем его. Но вот мы вчера, там у нас была деловая встреча. И мы там прям сделали заказ. Мне понравилось, что ты сама можешь подойти без кассира, себя обслужить. И чистенько все, игровая зона для детей есть. И, кстати, всяких там сладостей там появилось много. Не знаю, я не постоянный посетитель Макдональдса. Вот. Мне, в принципе, понравилось. Я думаю, что с детьми туда выйти можно будет. Сейчас мы выйдем на Соли. Соли-центр. Здесь у нас основной объект, да, как бы притяжения. Соли-центр. Здесь небольшой торговый центр. Там на нижнем этаже различные заведения общепита. Есть фитнес. Вот, есть магазины одежды, известные бренды. Рядом с ним прям находится большой гроссери. В гроссери самые лучшие овощи, фрукты. Даже лучше, чем на базаре. Проверено, это уже 100%. В Мигросе есть товары для русскоязычных. Там вы можете найти сушки, там вы можете найти творог, сметану, наши сосиски, похожие на наши, да. Вот, все такое вы можете купить в Мигросе. Вот. Ну и, конечно, вот если ехать вот так вот по всему городу, вдоль всего города тянется эта трасса Д400, и там все офисы, магазины, мебельные магазины и так далее. Вот, мы сейчас в районе Соли, да, сейчас поворачиваемся и едем на параллельную дорогу. Это такая прогулочная часть города. Здесь вот новая бургерная открылась, Отто Брос, не знаю, не была там. Вот это Виста отель, там наши, кстати, часто покупатели останавливаются, потому что удобно, и рядом прогулочная зона, можно прогуляться вдоль моря. Ну и торговый центр, Соли, все рядом, пешей доступности. Мы приехали на один из пляжей в районе Соли. Это пляж, по-моему, Помпей-Бич называется, насколько я помню. Он находится примерно в 2,5 километрах от комплекса Лавиния-Астория. На территории района Соли есть несколько муниципальных пляжей. Этот пляж бесплатный, но если вы захотите взять себе шезлонг, нужно будет заплатить, а также вы можете оплатить вот это вот бунгало, наверное, как это называется. У нас вовсю бархатный сезон, люди ходят с пляжными сумками, в пляжной одежде. Вот, я немножко не вписываюсь в эту картину. Вот. Поэтому, друзья мои, если вам понравилось наше предложение, связывайтесь со мной, связывайтесь с нашими менеджерами. Все контакты находятся в описании к видео. Конечно, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, пишите комментарии. Я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мертина. Пока-пока.